Повеление воспитывать своих детей. Мы уже неоднократно говорили в продолжении этой темы о браке и семье, что одна из целей брака и одна из целей интимных отношений в браке – это увеличить на земле число благочестивых людей, угодных Богу людей, носящих образ и подобие Божье и прославляющих Бога. Цель брака не просто увеличить число детей и людей на земле, его цель – увеличить количество учеников Иисуса Христа на земле. Главная задача родителей – указать детям на Бога и показать детям, каким есть Бог. Как отец, так и мать имеют эту задачу учить и воспитывать своих детей в учении и наставлении Господнем. Послание к Ефесянам 6:4 говорит нам так: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Первое послание к Тимофею, 5 глава, с 9 по 10 стих. Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Притчи, 29 глава, 15 стих. «Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». Сирах, 7 глава, с 25 по 26 стихи. «Есть у тебя сыновья, учи их, и с юности нагибай шею их. Есть у тебя дочери, имей попечение о теле их, и не показывай им веселого лица твоего». Сирах, 30 глава, с 1 по 13 стихи. «Кто любит своего сына, тот пусть чаще наказывает его, чтобы впоследствии утешаться им. Кто наставляет своего сына, тот будет иметь помощь от него, и среди знакомых будет хвалиться им. Кто учит своего сына, тот возбуждает зависть во враге, а перед друзьями будет радоваться о нем. Умер отец его, и как будто не умирал, ибо оставил по себе подобного себе. При жизни своей он смотрел на него и утешался, и при смерти своей не опечалился. Для врагов он оставил в нем мстителя, а для друзей воздающего благодарность. Поблажающий сыну будет перевязывать раны его, и при всяком крике его будет тревожиться сердце его. Необъезженный конь бывает упрям, а сын, оставленный на свою волю, делается дерзким. Лелей дитя, и оно устрашит тебя, играй с ним, и оно опечалит тебя. Не смейся с ним, чтобы не горевать с ним и после не скрежетать зубами своими. Не давай ему воли в юности и не потворствуй неразумию его. Нагибай выю его в юности и сокрушай ребра его, доколе оно молодо, дабы, сделавшись упорным, оно не вышло из повиновения тебе. Учи сына твоего и трудись над ним, чтобы не иметь тебе огорчения от непристойных поступков его». Как родители могут и должны воспитывать своих детей? Есть несколько способов делать это, все они важны и дополняют один другого, и никакой из них не может быть полностью заменен другим. Но поговорим мы об этом в наших последующих коротких проповедях. А сегодня желаю вам обильных Божьих благословений и Божьей благодати, милости, мира и мудрости от Господа.